Здравствуйте! Сегодня мы с вами научимся вязать красивый объемный шнур. Такой шнур вы можете использовать для создания украшения на шею, или браслетика, или пояса. Также, сделав один сегментик такого шнура, вы можете выполнить подвесочку, сережки или просто колечко. Хочу обратить ваше внимание на то, что наши сегментики могут располагаться плотно друг к другу или на определенном расстоянии. Как это сделать, мы подробно узнаем из нашего мастер-класса. Для работы нам потребуется моточек пряжи и крючок. Начинаем выполнение нашего шнура с одной воздушной петелечки. Далее вяжем еще 6 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Выполнили. Далее 4 накида на крючок. Вводим крючок в нашу первую воздушную петелечку и выполняем столбик с 4 накидами незавершенный. Выполнили. Далее выполняем в эту же петелечку еще 3 столбика с 3 накидами незавершенные. 3 накида и выполняем первый столбик с 3 накидами незавершенный, готов. Второй столбик с 3 накидами незавершенный и третий. 1, 2, 3. Выполнили. Далее выполняем столбик с 4 накидами незавершенный. 1, 2, 3, 4. В нашу петелечку вводим крючок. 1, 2, 3, 4. И осталось нам выполнить незавершенный столбик с 5 накидами. 1, 2, 3, 4, 5. В эту же петелечку вводим крючок и считаем. 1, 2, 3, 4, 5. Петелечку мы с вами можем подтянуть, а все петли на крючке мы провязываем вместе. Вот такой у нас с вами пучок получился. Это будет основа для нашего сегмента. Прежде чем продолжить работу, давайте рассмотрим направление вязания. Мы будем вязать по спирали. Вот таким образом. И затем в обратную сторону. Мы посмотрим с вами над каждым столбиком, будем останавливаться подробнее. Выполняем 3 воздушные петелечки. 1, 2, 3. Выполнили. И теперь выполняем под первую арочку 13 столбиков с одним накидом. Накидной крючок и вяжем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 и 13. Петелечку мы обязательно подтягиваем и переходим на противоположную сторону.
И выполняем еще 13 столбиков с одним накидом. Вяжем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. И теперь переходим на противоположную сторону и будем выполнять 11 столбиков с одним накидом. Берем поудобнее накид и вяжем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. И переходим на противоположную сторону. Будем провязывать еще 11 столбиков с одним накидом. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. И далее переходим на противоположную сторону. Будем выполнять 9 столбиков с одним накидом. Вяжем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. И переходим на противоположную сторону. Вновь 9 столбиков с одним накидом. Берите поудобнее, не бойтесь помять ваш элементик. Мы потом все поправим. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. И у нас с вами остался один столбик, над которым мы опять же выполним 9 столбиков с одним накидом. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. И теперь мы останавливаемся и смотрим, что у нас с вами получилось. Немножко можно завернуть нашу работу. Вот хорошо видно такой плотный сегментик в виде такого цветочка у нас получился. Работаем, напоминаем, мы по лицевой стороне по спиральке. Это лицевая сторона, и так у нас выглядит с вами изнаночка. И мы продолжим с вами работу. Будем вязать точно так же по спирали
противоположном направлении. Мы выполняем с вами одну воздушную и будем выполнять ряд рачьего шага. Вводим крючок в вершинку самого первого столбика и выполняем столбик без накида в обратном направлении. Вначале немножечко неудобно будет, вы не бойтесь. Хорошо, поудобнее берите. И вот так в каждую вершинку каждого столбика выполняем столбик рачьего шага. Вот таким образом. Выполняем так с вами до конца ряда. Мы выполнили ряд рачьего шага и давайте завершим. Нам остается ввести крючок в нашу третью воздушную петелечку подъема и выполнить последний столбик рачьего шага. Вот таким образом. И теперь мы завершили наш ряд. Поправили наш такой завиточек. Красивый объемный цветочек у нас такой очень простой получился. Так он смотрится по лицевой стороне. И так он смотрится по изнаночке. И теперь, прежде чем продолжить работу, давайте вернемся к нашему образцу. Обратите внимание, в данном случае наши сегментики или цветочки находятся на определенном расстоянии. То есть выполнен вот такой пучочек. Мы посмотрим, как его выполнять. В центре нашего образца цветочки или сегментики находятся достаточно плотно друг к другу. Вот видите, а здесь опять же выполнен такой пучочек. Как выполнить шнур, вы выбираете самостоятельно, или более плотно, или выполняете сегменты на расстоянии. И давайте посмотрим, как перейти, если нам нужно расстояние, перейти к выполнению следующего сегмента. Для этого мы выполняем 2 воздушные петелечки, далее накид на крючок, вводим крючок в вершинку нашего последнего столбика рачьего шага, и выполняем столбик с одним накидом незавершенный. Далее еще один столбик с одним накидом незавершенный. И теперь все 3 петелечки на крючке провязываем вместе. Вот такой пучочек нам необходим для перехода от одного сегмента к другому. И теперь давайте начнем выполнение следующего сегмента. Мы выполняем одну воздушную и далее выполняем еще 6 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Далее вяжем столбик с 4 накидами. 1, 2, 3, 4. И вводим нашу самую первую воздушную петелечку. 1, 2, 3, 4. Далее выполняем 3 столбика с 3 накидами. Первый столбик с 3 накидами незавершенный, второй столбик с 3 накидами незавершенный и третий. Далее выполняем столбик с 4 накидами незавершенный,
И нам остается выполнить столбик с 5 накидами незавершенный. 1, 2, 3, 4, 5. И в эту же воздушную. 1, 2, 3, 4, 5. И теперь все петелечки на крючке провязываем вместе. Наша основа для следующего цветочка или сегментика готова. Напоминаю, если вы хотите сделать их плотно друг к другу, вот этот пучочек мы не выполняем. То есть будет у вас вот таким образом. Воздушная, потом 6 воздушных и так далее. Сегодня мы с вами научились вязать красивый объемный шнур. И обращаю ваше внимание, мы 3 сегментика в данном образце выполнили близко друг к другу, а крайние мы выполнили на определенном расстоянии. Творческих вам успехов!